Право на новое жилье взамен аварийного хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади. Такой законопроект Вологодского заксобрания готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ. По мнению авторов инициативы, процесс переселения идет настолько медленно, что сами владельцы квартир не всегда успевают переехать в новое жилье, а наследники, получившие квартиры в собственность по договору дарения, зачастую довольствуются лишь незначительной компенсацией. Во фракциях Госдумы также считают, что инициативу стоит поддержать, если речь идет о людях, которые не имеют другого жилья. Как выяснили «Известия», Госдума рассмотрит законопроект о внесении изменения в статью 32 Жилищного кодекса РФ. Документом предлагается предоставить право близким родственникам владельцев аварийного жилья получать новые квартиры. Процесс признания дома аварийным достаточно длительный. Реализация государственных программ по переселению растягивается на долгие годы. За этот промежуток времени рождаются или усыновляются дети, стареют родители, бабушки-дедушки. Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного, говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас жилищный кодекс гарантирует предоставление другого жилья взамен аварийного только владельцам и гражданам, к которым право собственности на такое помещение перешло в порядке наследования. Если же это было дарение, причем после признания недвижимости аварийной, то граждане хоть и считаются наследниками, не имеют права получить новую квартиру, а могут рассчитывать только на финансовую компенсацию. Размер возмещения всегда в разы меньше стоимости новой квартиры, предоставляемой по программе переселения. Соответственно, близкие родственники после смерти собственника или при его жизни, получив право собственности по договору дарения после признания дома аварийным, зачастую, проживая в этом же жилье, утрачивают право на переселение и лишаются единственного жилища, подчеркивается в документе. Проектом федерального закона предлагается включить в список получателей новых квартир близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных, имеющих общих отца или мать, братьев и сестер, а также усыновителей и усыновленных. В профильном комитете Нижней Палаты заявили о ее поддержке, если речь в документе идет о россиянах, для которых это жилье является единственным. Это очень гуманная мера для тех граждан, которые проживают в одной квартире с собственниками жилья. Например, родители с детьми, которые не должны остаться на улице, даже если они по какой-то причине не были прописаны там. Если это так, то это правильно, пояснила «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. В то же время она отметила, что родственники бывают разными. Не должно получиться так, чтобы жилье досталось тем, кто уже имеет недвижимость и в ней не нуждается. Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов убежден, что в законопроекте необходимо конкретизировать то, что речь идет о гражданах, для которых это аварийное жилье единственное. Если им больше негде жить, то они, конечно, должны получить жилье взамен аварийного. Только в этом случае этот законопроект можно поддержать, уточнил депутат. На 1 января этого года в России было признано аварийным более 11 миллионов квадратных метров жилья. Его расселение происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До конца 2024 года должны переехать 530,9 тысячи человек из 9,54 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. В августе президент предложил запустить новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года.